Вот справа за стеклянной перегородкой там спа-зона. Можно я скажу на секунду? Да, да. Это не просто спа-зона, дорогие. Вот это действительно как выражается любовь к сотрудникам, потому что один из девизов King Price – это счастливый сотрудник, счастливый клиент. Вот я очень сильно кинестетический человек, и я когда туда попала, я поняла, что меня здесь не просто любят, меня здесь обожают, потому что это не просто спа. Мозг отреагировал и на запах потрясающий, и на заботу, потому что там находится несколько человек, которые делают массаж головы и массаж воротниковой зоны. Потрясающая перезагрузка. И у них нету рабочего графика, у них нету там от и до, когда люди работают. Люди могут выполнять работу свою, главное, чтобы функции были выполнены в разное время. И это место, откуда не хочется выходить. У них там есть машина с попкорном, в общем, многие-многие вещи, которые даже не вошли у нас на фотографии. Да, я настолько обалдел, что забыл снять это место. То есть любой человек в любое время дня может прийти и вот такой релакс пережить, перезагрузку и дальше вернуться в рабочие процессы. Вот один из столов в офисном пространстве, и видите, много лего, такие надписи «Берегитесь пиратов». У Гедеона сын, который приходит к отцу на работу, вообще он верит, что его папа работает на фабрике игрушек. Потому что очень много игрушек, ну, может быть, это там из страцессии, с лего, ну, вот это везде атмосфера праздника, атмосфера игры во всем пространстве всех помещений офиса. Вот здесь загадка для вас. Чей это рабочий стол? Как вы думаете? Какие мысли, какие предположения? За неимением времени, чтобы интригу поддержать, я хочу сказать, что это стол Кендира, да, это стол самого Гедеона. И вы, зная спиральную динамику, можете тоже некоторые коды сразу считывать, ценностные, потому что это не пентхаус, потому что здесь нет охраны и стен. Это вот такой же стол в open space, как у других сотрудников. И видите, с юмором все, потому что есть вот в красной рамке шар, есть вот лего стоит, еще не собранный. Вот это рабочее место первого лица компании. Тоже интересный такой показатель. Да? Вот, что происходит на рабочем месте? Да? Рабочий день. Ребята режутся в теннис. То есть это нормально, это принято. Там многие разные игры есть. И это тоже часть культуры компании. Чуть позже мы про их ценности скажем. То можно вот таким образом перезагрузиться. Я 3 секунды скажу, что руки – это продолжение мозга. На самом деле они не просто режутся в теннис, потому что это мощная перезагрузка для того, чтобы вот быстро, эффективно переключиться и потом снова включиться, потому что немного работают головой. Вот это отдел продаж. Здесь много интересного. Некоторые моменты хочу озвучить. Ну, во-первых, вот игровое поле. То есть тоже какая-то игра, даже я не знаю, что это за рулетка или что. Граффити на стенах тоже видите вы. И вот эти светильники, такие колбы, которые вы наблюдаете, это не просто подсветка рабочего места, это индикации. Это индикаторы, вы видите, где-то полностью горят, где-то частично лампочки горят. Это количество совершенных сделок. Каждая группа, это отдельная команда, у них каждая сделка, сигнал, загорается лампочка, и в режиме такого реального времени идет вот индексация, индикация заключенных сделок, и это позволяет между командами также такое соревнование поддерживать в динамике, держать процесс, игровой процесс. А экраны на стене, тут только один видео, но они по всему офису. У них мощная IT-система, где вся информация по компании выводится тоже в реальном времени на экран, сделки все результаты по сравнению с прошлой неделей, месяцем, годом. То есть вся картина отображается моментально, и это тоже сильно мотивирует на
вовлеченность. Идем дальше. Вот это, Анастасия, прошу, прокомментируй. Ну, очень кратко хочу сказать, что до этого мы не видели такого никогда в организациях. Это Family Wall. Я думаю, вы знаете по спиральной динамике, что один из очень важных базовых уровней фиолетовый, да, где у нас есть энергия семьи, тепла, и каждый из сотрудников компании, когда он в компанию приходит, он может принести свою фотографию своей семьи. То есть это Family Wall, на которых фотографии сотрудников компании. И сейчас у них уже в новом офисе это еще более большая, еще более потрясающая стена. Вообще так здорово идешь и видишь и эта это. стена находится на входе. То есть любой человек, попадая в компанию, в их офис, он проходит мимо этой стены, и он видит вот эти сотни улыбающихся лиц. И это не просто семьи, а это как метафора одна большая семья. Компания как одна большая семья. И я вам скажу, что вот этот лайфхак, мы делились уже в разных организациях, я рад тому, что вот эту фишку взяли многие компании в России уже, и я уже наблюдаю Family Wall в некоторых местах. Классно, это заразительный пример, тоже можете сделать так. Для них это выражение их реальных ценностей, конечно. Реальной любви, потому что это не просто у них там распаковка есть, это реально выражение любви. И место, которое мы не или-или, а и плюс и плюс и.